Здравствуйте, мои дорогие друзья, гости, подписчики моего канала, любители выращивания гортензий. В этом видео я дам вам несколько полезных советов и рекомендаций по уходу за гортензиями. И в том числе расскажу, как мне удается слегка изменить цвет гортензий. Вот сейчас вы можете посмотреть, как выглядят мои гортензии. Изначально они розового цвета, но я вам расскажу, как можно их чуть-чуть подкрасить. Абсолютно безопасно и натурально, причем эта процедура, она будет также полезна в целом для растения. Растение будет меньше болеть, не будет хлорозить. Вот эти проблемы желтых листиков решится у вас на гортензиях с помощью таких подкормок, о которых я вам сегодня расскажу, да. И вот этот вот розовый цвет, он слегка уходит в такой красивый, очень в лиловый, в синеву. Такие сиреневые оттенки появляются на соцветиях гортензий. В первую очередь, конечно, на соцветиях крупнолистных гортензий, потому что это больше все-таки для крупнолистных гортензий такой способ. Но также, в принципе, можно подкормить и другие виды гортензий, в том числе древовидные и, конечно, метельчатые. Но там просто не произойдет, конечно, изменение цвета, просто соцветия будут более пышными, более яркими, более будет розовых, может быть, тонов в тех сортах, которые краснеют в конце сезона. Поэтому я на примере крупнолистной гортензии покажу вам, чем я ее подкармливаю, для того, чтобы она наиболее красиво и декоративно выглядела. И таких вариантов подкормки существует несколько. Ну, сначала я вам расскажу о промышленных средствах. Они, конечно, есть в продаже, да, те средства, которые продаются в магазине, они, как правило, достаточно дорогие, но они есть не ради рекламы. Но вот покажу вам одно из таких средств, которые я использую. Вы можете его использовать, либо аналогичное другое, которое вы видите. Просто спросите у продавцов, вот мне нужно средство для изменения цвета гортензии. Они есть в продаже, но мы можем и сами приготовить средство, которое не хуже будет справляться с этой же задачей. Гортензии также себя будут прекрасно чувствовать. Покажу вам еще один препарат, который также слегка меняет цвет, но он также продается в магазине, стоит он недорого. И он решает, кстати, две задачи. Он еще борется с болезнями и вредителями, особенно паутинным клещом на гортензиях, который часто появляется, конечно. Вот у нас в Московской области, где я нахожусь, в средней полосе России, паутинный клещ – это основной вредитель на практически всех видах гортензий. Поэтому не забывайте их вовремя обрабатывать, а лучше профилактически, конечно. Я очень часто использую вот такой препарат. Опять же, это не реклама. Это препарат Тиавид-Джет. Он хорошо известен, он уже давно присутствует на рынке. В его составе находится коллоидная сера, которая очень благотворно, хорошо влияет на растения, на гортензии в первую очередь, конечно же. Это 30 грамм в таком пакетике на 10 литров воды. Растворяю в 10 литрах воды и поливаю под корень, естественно, гортензии. Очень благотворно влияет, хорошо. Прям вот это еще и подкормка серой, как вы понимаете. То есть гортензии очень хорошо это воспринимают. Полив проводится, конечно, до цветения желательно проводить. Если вы хотите изменить цвет, вот сейчас уже практически бесполезно чем-либо поливать. То есть нужно именно тогда, когда закладываются соцветия, вот в этот период. Это будет самым лучшим временем для внесения таких препаратов. Тиавид-Джет можно и сейчас тоже полить под растения, хуже не будет, но изменение цвета, если они у вас розовые уже цветут, да, изменение цвета, конечно, одномоментного не ждите. Это только в следующем сезоне, в следующем году может произойти. Такие подкормки вот с помощью Тиавид-Джета, полив под корень, можно проводить 2-3 раза за сезон. Это будет хорошо, и растения вас, конечно же, отблагодарят. Переходим к натуральным средствам, которые уже продаются, скажем так, в других отделах магазина. Лимонная кислота, да, всем хорошо известный препарат, который применяется в кулинарии, да, в приготовлении каких-то продуктов. Лимонная кислота из магазина, да, обычная пищевая лимонная кислота. Также она способствует тому, что гортензии приобретают вот такой красивый лиловый оттенок. Лимонной кислоты я беру 2 столовых ложки без горочки.
Также растворяю в 10 литрах воды и поливаю взрослые растения, да, старой гортензии, это все 10 литров под растение. Если молодые кустики у вас, которым 2-3 года, то достаточно вот половины этого объема, чтобы поддержать вот ту вот нужную кислотность почвы. А гортензии любят более кислую, да, почву, в отличие от других растений, вот подкисленную. Поэтому вот можно также примерно 2-3 раза использовать вот этот препарат, да, либо совмещать, да, один раз подлить Тиавит G, да, а второй раз использовать лимонную кислоту. Можно и так делать, но опять же не увлекайтесь, сильно закислять грунт не надо, потому что, ну, всего должно быть в меру, да. Вот 2-3 обработки любым препаратом из тех, что я вам назвал, но еще не все, еще будет один препарат, который вас сильно удивит, чем я подкармливаю свои растения иногда, конечно. Вот сейчас вам тоже о нем расскажу. Лимонная кислота, да, дешевый доступный препарат, который можно купить в любом продуктовом магазине, ну тем более там в любом супермаркете. Следующее вещество, даже не вещество, я бы сказал правильнее, это продукт, да. Вот смотрите, угадайте, что у меня здесь в этой баночке растворено. Здесь примерно 1 литр воды. И сюда я добавил 2 столовых ложки натурального цветочного меда. Мед, кстати, можно использовать любой, не обязательно цветочный, там гречишный, липовый. Ну, самый дешевый, как правило, я использую, который у меня есть. Вот обычный, самый недорогой мед. 2 столовых ложки растворил в 1 литре воды. Здесь находится практически вся таблица Менделеева. И часто меня спрашивают, где взять микроэлементы для подкормки там тех или иных растений. Ну вот в меде. Возьмите 2 столовых ложки меда, растворите в небольшом количестве теплой воды, добавьте этот раствор в 10 литров воды и, пожалуйста, поливайте. Можно даже опрыскивать по листу. Растение получит все необходимые микроэлементы. И кроме микроэлементов здесь присутствуют еще и кислоты. Вот те полезные кислоты, янтарная кислота и другие кислоты, которые так часто мы любим использовать при уходе за растениями, в том числе за вот цветущими растениями, не только в саду, но и где-то в домашних, комнатном цветоводстве также это мы применяем. Очень будет хорошая подкормка. Гортензии это очень любят. Но если, конечно, вам не жалко мед, и вы не считаете его каким-то особо ценным, там, безумных денег стоящим продуктом. Мне кажется, 2 столовых ложки меда это не так много, чтобы подкормить растения. Да? Если, конечно, у вас их не плантации, но вот у меня сколько здесь, 5 гортензий в ряд растут, но мне не жалко вот этого количества меда, чтобы 1-2 раза за сезон подкормить мои гортензии. Кроме этого, мед обладает кислой реакцией. Это опять же хорошо для гортензий, да? Добавляем вот 2 столовых ложки меда в 10 литров воды, поливаем. Под взрослые растения нужно вылить весь объем, соответственно, 10 литров, да? Ну, можно, конечно, и в меньшем объеме, если у вас растение хорошо себя чувствует, можно 5 литров использовать. Но если вы заметили, что растения какие-то угнетенные, плохо растут, плохо цветут, вот, пожалуйста, 10 литров воды выливайте под взрослые растения. Под молодые растения, опять же, объем сокращаем. Это где-то примерно 2-3 литра под растение, под молодое, год-два, когда они еще вот только укореняются, набирают силу, еще даже не цветут. Попробуйте, вы увидите, как растения оживают от данного раствора. И, конечно, не забывайте о том, что практически все гортензии, все виды гортензий, вот, крупнолистная, которая у меня сейчас на заднем плане, да, метельчатая, которая у меня вот здесь, но вам ее не видно, а также древовидные гортензии, они нуждаются в опорах, в подвязках. Здесь незаметно, но растение у меня подвязано, чтобы оно не распадалось, потому что шапки у меня обычно очень крупные, достигают в диаметре, ну, наверное, порядка 30-40 сантиметров бывает. Вот. Под весом дождя, от ветра они могут, конечно, полечь, поэтому обязательно устанавливайте подпорки. Как подвязать и установить подпорки под гортензии и под другие растения, у меня есть отдельное видео, обязательно его посмотрите. Это все очень просто, легко и быстро делается. Ничего сложного в этом нет. Но тогда ваши растения будут стоять вот в таком вертикальном положении, не будет вот этого развала, да, по земле вот эти вот красивые шапки, да, которые ложатся на землю, вот этого уже у вас не будет явления. Всем большое спасибо за просмотр. Надеюсь, данное видео было вам интересно. Самое главное, полезно. Хорошего вам цветения.